Всем привет, друзья! Уважаемые мамы маленьких принцесс! Сегодня обращаюсь к вам. Лето – это время ярких платьиц и сарафанчиков. Поэтому я считаю, что самое время украсить наших девчонок вот такими маленькими заколочками, где изюминкой является вот такой цветочек из репсовых лент. Делаются они легко и просто, и вы сами не заметите, как под вашими пальцами появится целая полянка разноцветных цветов. Не будем затягивать, друзья, начнем наш видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Буду рада творческому общению. Итак, друзья, приступим к работе. Сделаем парочку вот такой замечательной резиночки с цветочком и бантиками из репсовых лент. Для работы нам понадобятся репсовые ленты шириной 4 сантиметра и 1,5 сантиметра. Два вида расцветки у меня для бантика. И для цветочка нам понадобится 3 вот таких лепестка. Для лепесточка мы отрезаем квадратик репсовой ленты шириной 4 сантиметра, 4 на 4. Из квадратика делаем кружочек, скругляем наши уголочки ножницами. Такой кружочек у нас получился. И теперь придадим ему форму лепесточка. Сделаем волнистый край. Разогреваем огнем зажигалки и растягиваем пальчиками, пока не остыла ленточка, пока она теплая. Вот для цветочка нам нужно 3 кружочка таких сделать. А далее делаем лепестки. Для этого мы кружочек складываем пополам и еще раз пополам. Держим этим уголочком местом сгиба боком, да, с правой стороны у нас он находится, и зажимаем пинцетом таким вот образом. Этот участок будем оплавлять. Одна третья часть нашего цветочка готова. То же самое здесь делаем и с остальными кружочками. Складываем пополам, потом еще раз пополам. Держим сгибом, сгиб справа у нас, и зажимаем пинцетом. Приплавляем серединку с одной стороны. Такой своеобразный лепесточек двойной, да, у нас получился. И третий лепесточек. В серединке у нас будут тычинки. Беру несколько штук. Наносим небольшое количество клея. И склеиваем наши тычинки такой в плотный зонтик. Здесь можно подрезать. Нам нужен более короткий ствол наших тычинок. Ну и цветочек будем подклеивать уже к бантику, поэтому я беру 2 отрезка длиной где-то примерно 25 сантиметров. И в каждом отрезке мы находим серединку. Обозначаем ее таким вот образом. И будем делать 2 бантика абсолютно обычных, подклеивать их друг к дружке. Обычный бантик, как он делается, вот у нас серединка, и краешки мы загибаем так вот крест-накрест. Потом, перекрестив их, совмещаем с этой серединкой. А бантик будем шить
иголка с ниткой. Бантик можно сделать больше, меньше, но длина моего ушка где-то будет примерно 3,5 сантиметра. Закреплю иголку и прошью наш бантик ровно посерединке. Закрепляю. Таким же образом сошьем второй бантик. Так как вторая лента у меня с рисунком, держу ее к себе изнаночной стороной и также прошиваю вот таким же образом второй бантик. Ушки у второго бантика можно сделать чуть-чуть покороче, чтобы нижний бантик выглядывал из-под него. Всю серединку собрала на нить. Сейчас присборим и закрепим. Подклею один бантик к другому. Подравняю лапки бантика. Делаю такой скошенный край. Место среза обязательно обрабатываю огнем. Теперь берем первый лепесточек из 3 нашего цветочка и наносим капельку клея на спинку нашего цветка, чтобы вот это то место, где раздваивается у нас лепесточек, был к нам лицом. Два остальных цветочка тоже клеим спинками внизу, чтобы в серединке были вот эти вот места, где у нас был срез ленты, да.
Наш цветочек очень гармонично вписался в серединку бантика нашего двойного. Да? 3 лепестка всего понадобилось для такого объемного цветочка. И чтобы закрыть серединку, мы можем вклеить вот эти вот тычинки как раз между 3 лепестков на капельку клея. Наш бантик почти готов, точнее готова его лицевая часть, и нам необходимо укрепить резиночку. Для этого вот один из способов, как я делаю это, я использую кружевные элементы. Метражом продаются вот такие вот ромашки замечательные. Я отрезала одну из них, оплавляю краешки огнем зажигалки. Такие вот ромашки продаются в магазинах тканей. И попросту я сначала пришью нашу бесшовную резиночку к ромашке, а саму ромашку приклею к изнанке нашего бантика. Закрепила ниточку, резиночка пришита, и нанесу клей на саму ромашку и приклею к основанию нашего бантика. Ну вот, друзья, такой бантик подойдет и на первые хвостики, потому что длина его 6,5 сантиметров. Совсем-совсем небольшой. Для украшения нашего цветочка можно использовать также ленты шириной 1 сантиметр репсовые. Комбинировать их с более широкой лентой, как вот в этом случае. Использовать яркие цвета. Вместо резиночек можно сделать их на заколках. Сделать заколочки для челки. Или тоже для маленьких хвостиков. Украшать маленькие хвостики. Мне кажется, наши маленькие принцессы будут с радостью выбирать разные варианты резиночек, к какому наряду, что надеть в солнечный летний день. Сделайте много таких разных вариантов. Пусть наши девчонки выбирают. Пусть у них будет прекрасный, богатый выбор. Друзья, я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь своим творчеством тоже. Я с вами прощаюсь. До новых творческих встреч. Пока-пока.